Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Июнь 2025. События на пороге. События с первых дней месяца и знаки судьбы. Достанем 3 карты. Несколько раньше я делаю этот расклад, и вот по какой причине. Скорее всего, события конца мая и июня будут увязаны воедино. Вряд ли мы можем сложить или провести какую-то четкую грань между этими двумя месяцами. То, чем вы занимаетесь в мае, плавно перейдет в июнь. Или те вопросы, которые у вас стоят на повестке месяца мая, может быть, они тоже где-то имеют начало даже в прежние месяцы. Вот здесь вы будете прояснять. Мы делаем выводы в целом в этот период и определяемся, куда же мы идем дальше. Основное, наверное, как основная тема, мы себе можем задавать такие вопросы. Куда же я шел? Или что же я сделал уже, да? Какая работа была мною проведена, проделана? Или наши отношения, как они складывались? И вот теперь, какие результаты? К какому выводу мы приходим? И в зависимости от тех выводов, которые вы сделаете, либо вы что-то будете продолжать, либо вы можете что-то и завершить. Хотя я допускаю такой альтернативный вариант, что вы можете прийти к выводу, что да, что-то я точно не хочу продолжать, но пока обстоятельства жизни меня заставляют принимать мудрое Соломоново решение. Это как занять какой-то нейтралитет. И такое тоже вполне вероятно. Ну, давайте узнаем, что нам подскажут карты, и будем реалистами. Любой расклад, прогноз не расскажет о всех нюансах вашей личной жизни. Но мы с вами размышляем, предполагаем и допускаем альтернативные варианты развития событий. И первая карта – события на пороге. Что же на пороге? Или какая сфера жизни? События с первых дней месяца. Знаки судьбы. 3 карты. Первый знак судьбы. Второй знак судьбы. И, 2 карты. Ну, хорошо, пусть будет так. Значит, что-то хотят карты сказать тельцам. И 3-й знак судьбы. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Гороскоп на июнь. И есть у меня статья «События до конца 2025 года». Перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок какие-то будут. Их может быть даже больше. Ведь каждый размышляет о чем-то своем, да? Но вот когда мы находим дополнительную информацию, ну, глядишь, какая-то ситуация для вас будет более ясна. А мы идем дальше. Что придет, мои дорогие тельцы? А что уйдет? Что же будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Давайте будем узнавать, что же там за события на пороге. Нам показывают сильного человека. Какой-то опыт явно вы уже имеете. Пусть это вы королева жезлов, и мы не рассматриваем в данный момент карту как по знакам зодиака, да. Хотя я допускаю такое, что может проиграться именно контакт с определенным человеком, который находится в этих энергиях, или буквально это стихия огня, это Овен, Лев, Стрелец, или, может быть, имеет там человек асцендент, не всегда об этом знает. Может быть, и вы, мои дорогие, имеете асцендент или по Луне. Поэтому мы рассматриваем как архетип. И это тот сильный человек, который прошел очень сложный путь. Не раз его пыталась жизнь нагнуть, но он каждый раз поднимался. В итоге он как раз умеет находить нейтралитет или согласовывать какие-то противоположности. Он умеет правильно работать с информацией, анализировать и никому ничего не обещать раньше, может быть, времени. Правильно распорядиться с деньгами. Поэтому я тут вижу работать с информацией и как-то очень правильно распорядиться с деньгами. Время важных решений, время мудрых решений. Мои дорогие тельцы, здесь действительно себе как и нельзя навредить, но его величество, прежний опыт, путь какой-то проб и ошибок определенно закалил ваш характер. И для чего-то все то, что произошло, поверьте, было нужно. Вот эти выводы мы и делаем на опыте. Но эти выводы – это когда мы оставляем ситуацию. По этой карте, если мы говорим королева жезлов,
нет вообще никакой ненужной философии. Есть голый факт и понимание того, что, да, что может мне помешать и куда я иду дальше. Вот такие события на пороге. Вы делаете выводы, вы с чем-то определяетесь. Может быть, и ситуация какая-то для вас проясняется. Ну, давайте посмотрим. События с первых дней месяца. С чем это будет связано? Или сфера жизни? Ух ты. А вы знаете, какая-то радость. Может быть, это где-то и конец мая. Но, по крайней мере, какое-то, как минимум, одно дело вам удается осуществить. Это, безусловно, вас вдохновляет, придает уверенности в собственных силах. Может быть, эта карта будет говорить о истории любви какой-то, да, и поддержки со стороны партнера. Все же туз кубков – это наполненность. Может быть, это и ваш творческий проект, кстати. То, что вы хотите осуществить, и значит, как-то идут дела в гору. Ну и я должна сказать, в целом, у нас добрые энергии. Правда, прочитайте мои статьи, подсказки вы получите, я уверена для себя. Но вот, видимо, вот это вдохновение или то, что у вас удается осуществить, согласовать, связать воедино, в какой-то сложить красивый узор или пазл. Это должно быть продолжено. Это не есть один какой-то момент, мои дорогие тельцы. По сути дела, это счастье, радость, эмпатия, наполненность и чувства. Вот это нужно растянуть на какой-то далекий период до конца 2025 года. Правда? Потому что энергии 2025 года нас призывают к тому, чтобы мы адаптировались к чему-то. Может быть, и не то, что мы согласились, потому что мы согласны, а мы принимаем какую-то ситуацию, потому что мы не можем ее сейчас изменить. Вот я говорила об этом, Соломоново решение. Да, у нас что-то не устраивает, но на данный период времени у нас есть взаимодействие только в одном ключе или в одном направлении. Или с конкретным человеком. Нам не все нравится, но пока вот именно так. Так поэтому наши собственные планы, они должны оставаться где-то в тишине, потому что конкретно, что помогает королеве жезлов? Молчание, мои дорогие, несмотря вот на огненную натуру. И этот огонь, это именно сила желания, то, что мы хотим осуществить. Или какого итога, какой цели мы хотим достичь. Вот этот огонь в нашей душе, он должен быть сохранен. При том, при всем, правильное взаимодействие с окружающими, правильное, повторюсь, работа с информацией, правильное распределение денег. Может быть, вот эти все три энергии вам как раз и дают туз кубков. Или когда сбывается какое-то ваше желание, ну или как минимум будет какой-то позитивный момент. 3 знака судьбы. Давайте узнаем первый знак судьбы. Это может быть информация, это может быть конкретное, как сообщение от какого-то человека. Это может быть и средство массовой информации, когда вы что-то услышите, проанализируете, мы говорили, да, с прежним периодом, к чему что шло, во что это в конечном итоге вылилось. И туз жезлов, особенно в этой колоде, словно делит, посмотрите, всю нашу жизнь на период до и после. Поэтому мы где-то должны быть готовы к тому, что еще какой-то путь, словно в сумерках, нам придется пройти. Это самое начало, это начало начал. Но это важное решение. Может быть, та информация или обстановка здесь может свидетельствовать, даже, знаете, когда вы слышите какую-то фразу, кто-то случайно обронил, а вы переложили на свою жизнь, для чего-то вам это нужно, есть какая-то задумка, идея, и вы теперь знаете, как поступить. То есть информация может приходить самыми разными путями. Может быть, это и ваш собственный инсайт, когда вы, ну, знаете, как пелена с глаз спадает. Вот вы точно знаете, чего вы не хотите и чего же вы хотите достичь. И насколько вы готовы взаимодействовать или в каких рамках, или продолжать, например, кому-то оказывать помощь, к примеру, так, или углубиться в решение какого-то дела или вопроса, или проекта, насколько вы готовы далеко зайти в отношениях, к примеру, вот и такой может быть момент, но это как начало-начало, повторюсь, и это знак судьбы. Он будет символизировать о переходе между прошлым и будущим. Второй знак судьбы. Король жезлов.
вопросы пары или, я бы сказала, вопросы взаимоотношений. И, может быть, есть такой момент. Юпитер, планета у нас 6 июня, будет в знаке зодиака Рак. Это энергия эмпатии, возможности договориться. Это в целом энергии баланса, дипломатии, и поэтому мы можем нивелировать те вопросы, которые прежде для нас были как конфронтация, конфликт. Мы примириться можем буквально. Но у вас выпадает пара, и жезловые карты часто нам говорят: дела, работа, бизнес, деньги. Может быть, это ключевое партнерство с какими-то важными людьми, и где-то вы чувствуете зависимость от этих людей в каком-то контексте или на какой-то процент. И вы понимаете, да, договориться придется. Или принять предложенное, может быть, даже на время. Но если такое значение, все же, если мы спрашиваем, как знак судьбы, король жезлов, это может быть решение конкретного человека, который как раз и относится к вашим ключевым партнерам, может быть, даже и по личной жизни. Но, значит, с этой личной жизнью будут связаны некоторые вопросы либо денег, либо вашей занятости, мои дорогие тельцы, либо какой-то прогрессивный момент. И вот насколько возможен прогресс будет зависеть от того, что вам скажет человек. И я такое могу предугадать где-то. Ну, с учетом карт, я тут не гадаю, я смотрю просто на карты и читаю их. Если первое, мы говорим, это какая-то информация, дальше у нас выпадает именно карта придворная, которая олицетворяет личность. Поэтому это может быть информация как решение конкретной личности. Но может быть это даже по работе, как ваш руководитель. Там что-то меняется, на работе именно, в вашей организации. Или смена руководства. А для вас это тоже ключевой партнер. Может быть, вы строите карьеру, и взаимодействие какое-то вы будете для себя продумывать. Но вот через общение вы, как и узнаете больше новостей. Но я должна сказать, даже если вас что-то не радует, посмотрите, у вас 2 туза, причем таких самых прогрессивно добрых, как и в добрых энергиях туз кубков, так и решение, и может быть решимость на что-то, это у нас туз жезлов. И договариваться, я вижу, возможно, придется, или принимать, пусть даже на время, чью-то сторону, потому что да, как-то вы не можете изменить, а может быть, для кого-то это будет, ну, что-то такое предложено, что вас заставит просто задуматься. Давайте узнаем третий знак судьбы. Еще одна персона. Продолжу то, что я не договорила. На июнь месяц Юпитер в Раке, а в вашем знаке зодиака прежде, да, 6 июня это как момент перехода, когда Юпитер из 2 дома гороскопа, а 2 дом гороскопа это деньги, финансы, переходит в 3 дом. И 3 дом это наше общение. У вас вообще, в принципе, до, скажем, июня 2026 года будет много общения. Приготовьтесь к тому, что кто-то может словно уходить из вашей жизни, из разряда ваших знакомых, контактов, друзей. Я именно это имею в виду. Какая-то, знаете, палитра взаимоотношений, она неизбежно будет меняться. Поэтому, кто пытается уйти из вашей жизни, ну, провожайте. Знайте, что место должно быть освобождено, и на это место придут новые люди. И вас через контакты будет больше вдохновения, мои дорогие тельцы, поэтому не бойтесь отпускать. Но у нас уже 3-я персона, поэтому вот где-то это и проигрывается, уже начиная, может быть, даже с окончания мая или начала июня, мы уже все же июнь смотрим, да, значит, расширяется кругозор вашего или дистанция вашего общения. Кругозор я имею в виду у кого-то, ну, может быть, даже изучение языков, к примеру, да, потому что хочется видеть мир. Все зависит от ваших планов. Хочется понимать людей на разных языках, а для кого-то это как приоритет в работе. Чем больше языков знаю, значит, более востребован на рынке труда. Это действительно так, и это работает. А может быть, от этого зависит ваш бизнес. Быть правильно понятым, ну и самому понять, что же они там говорят. Вот у кого-то может проигрываться, но у кого-то может быть и завершение. И если было завершение одно, как я уже сказала, не бойтесь что-то отпускать или кого-то отпускать. 9, точнее, мечей будет нам говорить о том, что это, да, я могу допустить, пусть не для всех. Какой-то человек может пытаться вернуться в вашу жизнь, но могут быть и новые люди, мои дорогие.
Все зависит от того, какой контекст несет вам этот человек. Я могу даже допустить по девятке мечей, здесь скорее эта карта будет относиться непосредственно к королю мечей. Это некоторые сомнения, страхи, которые вынуждали человека закрыться на какое-то время. И, может быть, это те люди, с кем было прервано общение. Если мы переложим на работу, да, или часто по королю мечей проходят высокие инстанции, или какие-то чиновники, которые отвечают за, ну, определенную деятельность, область, они как руководят, да. Может быть, этот чиновник, к которому вы намеревались или уже обращались, он вам дал одну информацию, а теперь вы в июне узнаете другую информацию. А прежде он перед вами все карты не раскрыл. И вот тут именно не раскрытие каких-то всех карт или подробностей вы действительно как знак судьбы можете узнать в июне. Почему? Либо человек побоялся, либо он сам не определился, либо, если мы про чиновников, он еще пока не знал сам какой-то правды. Он словно сам был в каких-то размышлениях, потемках, или тоже в ожидании какой-то нужной информации. Может быть, свыше еще от другого какого-то начальства. Самые разные люди вас могут окружать. Потому что если более рациональные, такие холодные люди, да, идут по королю мечей, и у кого-то это могут быть даже из вас, как юристы, адвокаты, может быть, вопросы, которые связаны с судом, могут быть и банки, безусловно. И, знаете, есть тут такое, как знак судьбы, что то, что вы, к примеру, слышите, мои дорогие тельцы, в начале июня, например, да, не факт, что эта информация будет на 100% правдива, она будет правдива именно на этот срок. Но с учетом того, что как бы за спиной короля мечей выпадает девятка мечей, я могу предположить, что либо будут меняться законы, либо будет меняться что-то у конкретного человека, и какие-то подвижки в планах, или то, что вам транслировали в начале месяца, и то, что будет, может быть, в конце июня, или с заходом на июль. А в июле, да, правда, у нас там в июле ожидается планета Уран на время из вашего знака зодиака переместиться в знак Близнецы. Пусть это до ноября. И вот, кстати, с июля до ноября, по ноябрь, до 9 числа, будьте внимательны к тем событиям, которые приходят на ваш порог. Потому что в этом может быть подсказка. Когда окончательно Уран переместится в Близнецы, это произойдет еще через год, в апреле 26-го. Но вы за эти месяцы можете для себя, знаете, как какую-то траекторию движения или событий, с чем вас может столкнуть судьба или какие вопросы вам придется решать в последующие 7 лет. Но это так попутно. Но то, что больше и общение в этом знак судьбы, но и еще и есть все-таки некоторая шаткость положения, потому что либо конкретный человек, один из вашего общения, не знает, как поступить, либо он сам в чем-то сомневается, либо если даже официальное лицо, то тогда и официальное лицо может предполагать, что вот-вот будут меняться законы. Ладно, идем с вами дальше. Что придет? Успех, победа. И вот все те энергии, я не повторяюсь, которые я сказала по королеве жезлов, будьте внимательны. Тут какие-то правильные должны быть решения, потому что победа – это всегда как высшая октава приложенных усилий. Это не про бездействие ни разу. Это когда мы что-то осуществляли, а вы люди настойчивые. Шли мы к этой победе, да, вот есть такая фраза «идти к победе», и вы ее достигаете. Какой-то переломный момент. И тем не менее карта сразу говорит, тебе придется это удерживать. Потому что как только ты ослабишь поводья, все пойдет наперекосяк. Мало достичь вот этой вершины, сложнее ее удержать. Вот эти такие энергии приходят. Что уйдет? Апатия. Апатия какая-то, может быть, как, знаете, депрессия у кого-то. Или когда непонимание, в какую сторону я иду. Какое-то бездействие уйдет. Ну, понятно, от ваших приложенных усилий многое зависит. Но, к примеру, вы люди активные, настойчивые. Ну, может быть, прежде была ситуация, когда вот, ну, даже я бы хотел, а переломить какую-то ситуацию я не могу. Или изменить хоть мысли человека, и я не могу. Или обстоятельства внешние, но я на них тоже не влияю.
И вот эта вот апатия, она заканчивается. А для кого-то из вас заканчивается эмоциональное выгорание, выздоровление приходит. Потому что вы видите центр собственных интересов в самом себе. А вот все то, что вам мешало, оно пытается как раз от вас и оттолкнуться, мои дорогие тельцы. Что будет продолжаться? Шикарно. Это карта изобилия, процветания, правильной стратегии, тактики по части работы, по части заработков, вторичного дохода, по части вашей популярности, по части одновременно вашего дома, быта. Все то, что касается благополучия по девятке пентаклей. Вот это будет продолжаться. Какая-то перезагрузка. И значит, переложить день сегодняшний на реалии дней завтрашних. И быть при этом готовым корректировать собственные планы. На кону ваше новое качество жизни. Будьте внимательны. Очень знаменательный период для вас может быть как конец мая, так и буквально июнь. Чем не соблазняться? Не соблазняйтесь что-то ускорить. Или если вам кто-то обещает, вот прямо сейчас я тебе решу все проблемы. Или, ну, я так утрирую, конечно, но ведь может появиться такой человек, кстати, у нас вверху король жезлов. И архетип этой карты – руководитель. Или харизматичный лидер, идейный лидер. Вот вдохновлять он может на какие-то идеи или какие-то контакты с конкретным человеком, который вас, ну, как наполняет внутренне, да, помогает тем самым уйти от какой-то апатии, депрессии или вот этого барн-аут, эмоционального выгорания. Это прекрасно, но сказать, что он будет что-то делать или он будет участвовать в вашей жизни, что-то предпринимать, брать ответственность, нет, ни разу. Он тут немножко сам по себе. Это статусная, скажем, карта, которая призвана командовать, вдохновлять, своей харизмой кого-то зажигать на что-то, призывать. Это где-то очень соответствует восьмерке жезлов. И нам говорят, ну вот не соблазнись, наверное, этими призывами. Будь реалистом. И вот что-то есть смысл явно продолжать. Вдохновиться? Да, прекрасно. Но делать придется самому. Пройти какой-то путь тоже самому. Поэтому, ну, где-то не замечтаться или не пытаться что-то ускорить, мои дорогие, как я сказала, будет тоже важно. И поэтому, если какой-то вопрос, какая-то тема не развивается очень быстро, а вам это уже оскомину набило, но также хочется прогресса, хочется именно какой-то скорости, а оно вот все-таки не ускоряется. Ну, примите во внимание, это будет правильно. Вот именно не убыстрять какие-то события или решение тех или иных вопросов. Мы с вами ведь говорили, да, как и чиновники могут не знать какой-то правды. Или, к примеру, вы пошли, допустим, оформлять какой-то важный документ. И вы получаете ответ такой, что ну, это нужно подождать. Вам не расскажут, почему это нужно подождать полностью, или вам расскажут только наполовину. А для этого могут быть как раз вот эти подводные течения какие-то, которые знает конкретный человек, но он не может вам это сказать. И ожидая чего-то, вы сделаете для себя с большими плюсами, или получите более грамотный документ, или, может быть, вообще потом сами от чего-то откажетесь и скажете, да мне туда и не надо. Нет, и слава богу. Вот и такой какой-то парадокс у вас тоже может быть. Поэтому не соблазняйтесь все ускорить. На что соглашаться? На опыт, мои дорогие. Люблю эту карту «Тройка мечей», хоть и говорят, что такая плохая карта. Да нет, плохих карт и хороших. Есть вот карты, которые нас заставляют делать выводы. И «Тройка мечей» в данном случае действительно может говорить о сложной ситуации или взаимоотношениях с конкретным человеком, которые нам доставили много минусов или разочарований. Может быть, конкретно вы ощущаете это как какое-то предательство, или была какая-то конфронтация с человеком, или в трудную минуту человек как-то себя, ну, неблагородно повел, вот скажем так. И это разочарование, которое нас изменило. Изменило, что, ну да, нельзя доверяться людям. Вот у вас, кстати, в течение июня может быть проверка на прочность, правда, что-то подобное, вот я только говорила. А здесь как будто карты нам говорят, а у тебя уже есть опыт, на что соглашаться, на собственный опыт. Вспомнить о своем опыте, проб и ошибок, чтобы какую-то ошибку не повторить, мои дорогие. И по этой карте
это прежде у нас было израненное сердце, а теперь у нас уже не болит. Теперь уже здоровое равнодушие. Это карта прежнего опыта, который мы перевели в ситуацию. И теперь мы смотрим без эмоций на конкретного человека. Или даже если мы оказываемся в подобной ситуации, в подобных отношениях, мы уже знаем, к чему это все идет. Этот опыт нам помогает не замечтаться. И вот соглашайтесь на подсказки собственной души. И не имею в виду глубокую философию на мелком месте. Но новая какая-то ситуация может походить отчасти на старую. И будет важно согласиться на свое именно видение, как же обстоят дела на самом деле и к чему это все идет. У вас в центре интересов вы сами. Чего опасаться? Карта башня. Здесь, знаете, такой очень тонкий нюанс. Как и чего-то упустить, так и куда-то опоздать. Старший аркан. И он может говорить о том, что действительно будет ряд вопросов, которые нужно вот так хладнокровно, не мечтая, может быть, на время согласиться и при этом держать руку на пульсе, потому что впереди перемены. Вот нам буквально так говорят. Аркан башни нам тоже говорит, впереди перемены. Значит, будьте мудры, мои дорогие тельцы. Не рвите что-то. Но и не мечтайте о том, что люди более благородны, чем есть на самом деле, или человека какого-то не наделяйте теми качествами, которые он не имеет. Может быть, вам и придется провзаимодействовать с каким-то человеком короткий срок или определенный срок, а потом все судьба расставит по местам. Но, видимо, даже люди приходят в нашу жизнь зачем-то, и мы в их жизнь тоже зачем-то. Не всем дано стать нашими спутниками на долгие годы. Ну и мы точно так же для кого-то. Человек приходит, может быть, на какую-то дистанцию времени, и значит, мы на эту дистанцию должны с ним провзаимодействовать. Здесь как нельзя и от чего-то отказаться, я говорю, да, потому что может быть для кого-то единственный выход на определенный период. Может быть период июнь-июль или конец мая, вот смотря, когда вы смотрите видео. Но и себе давать четкий ориентир. Это и не будет длиться вечно. Будут перемены. И быть готовым к этим переменам для вас очень важно. Почему? Потому что трансформация. И трансформация действительно, мы от нее никуда не уйдем, потому что меняется мир. И уже где-то в июле, когда вы можете это прочувствовать, Уран выйдет из вашего знака зодиака, перейдет в Близнецы, пусть на время, вы можете возврат какой-то ситуации прочувствовать. И вот пережить словно заново какую-то историю. Где-то, ну, теоретически, по крайней мере, июль и до ноября. А уже с 9 ноября обратно Уран снова вернется в ваш знак, как бы подытоживая что-то, расставляя последние акценты или заключительные аккорды звучат ваши в жизни по поводу каких-то событий, вашего отношения к чему-либо или к кому-либо. И уже окончательно, как я говорила, в Близнецы Уран перейдет в апреле 2026 года. Ну, правда, вот этот период, может быть, несколько в затяжку, но это вас судьба так бережет, мои дорогие, не ломая что-то, а давая вам возможность сохранить что-то по максимуму или адаптироваться к новому веянию, к новым изменениям, к новым переменам. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.